Сотни ученых заявили, что COVID-19 может распространяться в помещениях через мелкие частицы в воздухе. Это противоречит принятому на сегодня консенсусу. Более 200 ученых из 32 стран направили письмо Всемирной организации здравоохранения. Они предоставили доказательства своих утверждений, а также призвали ВОЗ изменить инструкции, касающиеся передачи вируса. ВОЗ придерживается мнения, что COVID-19 в основном передается через капли слизи при чихании и кашле, в результате чего происходит заражение поверхностей. Там называют редким заражение воздушным или аэрозольным путем. Как ожидается, это открытое письмо в адрес ВОЗ также опубликуют в научном издании на следующей неделе. Согласно новому исследованию, сейчас в мире доминирует более заразная разновидность COVID-19, чем та, которая была выявлена в начале пандемии в Китае. Согласно результатам исследования, которые опубликовали в научном журнале Cell, новый штамм, распространяющийся из Европы и США, передается с большей легкостью, но, по всей видимости, не вызывает более серьезной болезни. Главный научный специалист ВОЗ считает, что для оценки влияния нового штамма нужно больше исследований. All viruses mutate. And that is to be expected. Recently, there's been some finding that a specific mutation, which is called the D614G, may make the virus replicate more. So this is a finding in the laboratory. When the virus is grown in the laboratory, if you take a virus with this mutation, it seems to grow better, it seems to replicate faster, which means that it may be more transmissible. But it's a long way between finding something in the laboratory and then showing that it actually makes a difference to the epidemiology or the clinical presentation of patients who may be infected with the virus with this mutation. Медики в Европе и других частях мира высказывают озабоченность в связи с тем, что США купили весь имевшийся в наличии в мире на следующие 3 месяца препарат ремдисивир. Это лекарство, согласно последним данным, сокращает время выздоровления от COVID-19 в тяжелых случаях. 30 июня Департамент здравоохранения США объявил, что приобрел 500 000 курсов ремдисивира, фактически весь запас до конца сентября. Одновременно ВОЗ объявила, что прекращает испытания гидроксихлорохина, препарата против малярии в лечении ковид. Согласно последним исследованиям, снижение смертности среди госпитализированных пациентов было незначительным или не наблюдалось вовсе. Возможно, испытания препарата продолжатся как часть лечения в нетяжелых случаях. Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить огонь в военных конфликтах по всему миру в связи с пандемией. Еще в марте к принятию такого документа призывал глава организации Антонио Гутерриш. Резолюция, в частности, затрагивает конфликты в Йемене, Сирии, Ливии и Южном Судане. Yesterday, this council finally sent a sign of unity by endorsing the Secretary General's call for a global ceasefire. Resolution 2532 was long overdue. And let us now implement it together by working towards country-specific ceasefires. We all know that they can facilitate humanitarian access and serve as entry points for political talks. Усилия по принятию резолюции осложняли споры относительно упоминания ВОЗ. В документе в финальной версии эта организация не упоминается. Специалисты в разных странах называют разные сроки появления вакцины от COVID-19. В США директор Национальных институтов здоровья Фрэнсис Коллинз заявил, что программа страны по созданию вакцины может дать результаты к концу года. We need to enroll 30,000 volunteers, and that should take a matter of some months. We are all optimistic that the goal that we have set to have a vaccine that works and is safe by the end of 2020 will be met by one of the vaccines. I've just mentioned one, but of course there's several all being conducted side by side. And that we would then have by early 2021 300 million doses of a vaccine that's safe and effective. ВОЗ призывает с осторожностью делать прогнозы относительно сроков, поскольку на массовое производство вакцины может уйти время. It would be unwise at this point to predict when a vaccine could be rolled out. Certainly it would be, in this calendar year, I think it's going to be difficult for vaccines. Vaccines may have shown efficacy by the end of the year. The question will be whether or not the scale-up and production of those vaccines will be enough for us to begin vaccinating people early in 2021. В разработке на разных стадиях находится около 150 вакцин. На их испытание и одобрение может уйти как минимум год.